Я вас всех приветствую, надеюсь, вы ждали, точно, уверены, и это хорошо, потому что сегодня будет просто нереально интересный ролик. Сегодня нас ждет очень много работы, постараемся вас, как всегда, порадовать, удивить, в общем, будет интересно, как всегда. Саживаемся поудобнее, да, все есть, кофеек есть, печенька есть, и это хорошо. Подушечку положили, все хорошо, мягко, удобно, и это классно. Вам приятных просмотров, а мы начинаем, погнали. Ну что, мы продолжим работать, стяжка наша уже застыла, все красота, вот, в том числе и следы бимки. Да? А? Собака-воровака. Так, все отлично, все хорошо, все прекрасно, ничего нигде не треснуло, но это и здорово, так и должно быть. Так, что у нас дальше? У нас дальше все стандартно, все по плану. Начнем мы заниматься гардеробной. Вот, сейчас мы здесь вот эту стороночку чуток уберем. Трубы наши, кстати, мы допрокинем до нашей системы, запакуем оставшиеся. Уложим их и уже начнем здесь улаживать пеноплекс. Улаживать пеноплекс, посмотрим, да. Вот, ну и соответственно нужно будет все, потом сеточка, намотать контур теплого пола. И все это дело потом залить. Ну, соответственно, маячки мы тоже выставим. Вот, у нас еще осталась наша плитка. Да, на улице еще нужно будет ее занести. Вот, ее там немало. Поэтому и по месту нужно будет определить, куда мы ее будем девать. В общем, начнем. Работа будет, как всегда, интересно. Вам приятных просмотров, а мы погнали.
Так, что у нас? Что у нас? В общем, здесь я уложил, закрепил. Кстати, очень неплохо получается крепить эту трубу грибками. Прям вообще отлично. Труба не поднимается. Ну, соответственно, надо смотреть, ребят, чтобы трубу не задели. Все аккуратно, конечно, делать. А так мне прям вообще понравилось. Вот таким образом я уложил. Вот так. И подвел к своей системе, к коллекторам своим. Единственное, я забыл, у меня же добавочные было еще 3 расходомера, и на них были евроконуса. Вот. У меня их сейчас не хватило, получается 1, 2, 3. Вот, а даже не 3, какой 2, 3, 4, 8 штук. 8 штук мне нужно будет поехать в магазин и все, их поставить. Соответственно, их поставить. Но здесь-то я уже могу подсоединить, здесь как бы мне не к спеху там вот. Поэтому, но чтобы поехать, в любом случае мне нужно убрать что? Да, совершенно верно. Мою плитку. Фух. Сейчас уже надо место определять, куда ее убирать будем. Что? Топтунья. В общем, надо ее сейчас куда-то определить. Вот, и убрать, чтобы мне на машине можно было выехать свободно. Да? А? Сейчас, наверное, этим займусь. Вот, потом продолжим. Так что, погнали. Так, ну все, отлично, все убрато, все прекрасно.
Вот, а то завтра дожди вроде обещали. Не хотел, чтобы плитка все намокла, эти коробки все раскисло. Ну ничего, чуток перетаскали. Нормально, как говорится, размялись. Кровь разыгралась. Вот, теперь можно, как говорится, приступать и от души поработать. Так что батарезы чуток подрезать. Такие пушняковые, ну, которые отцвели, надо будет убрать. Сейчас такие бутоны прям жирные идут, прям конкретные. Вот, так что, да, собака, барабака. Так, ключи забыл, я сейчас заберу. Вот, снял я сетку. Как снял? Здесь отрезал и туда ее джик. В конец вон она. Оголил я огурчики, все этот. Помидоров там уже, считай, нету. Наверное, один день я зайду, вот это помидоры все уберу я полностью, потому что смысла уже нету в них. Синенький собрал и чуток огурцов было. И там горький немного остался. Болгарку тоже гусеница поела прям конкретно. Ну пока ладно, стоит, чуток растет. Пусть пока еще погода неизвестна какая, что будет. В общем, посмотрим. Так. Ну а плитка вот она, вся здесь. Все хорошо, под навесиком. Дождя не будет, нормально я сложил. Кстати, вот обурожай. Вот они, баклажаны. Кстати, у нас еще их называют синенькие. Ух ты, падла. Смотрите. Смотрите, уже начали. Ах вы. На этих вроде нету. Вот гусеницы проклят. Чуть огурчиков, смотрите, какой перец. Классный, да? Вообще, огонь. На обед, под борщик, там, под супчик. Вообще просто под мяско. Просто здорово. В общем, вот так все сложено. Все хорошо. Все прекрасно. Я думаю, зачем в дом убирать, потом будет мешать. Надо будет там где-то подшпаклевать. Потом, возможно, надо будет это все вынести, убрать. Отсюда буду спокойно брать, сколько мне надо, заносить и работать. Как бы никаких проблем нету. Лапарет. Ну, оно, в принципе, вся фирма Лапарет. Вот. Вот эта мелкая, я не знаю, где сделана. Это вроде как в Индии произведена. Вот, мы уже ее показывали. Это 60 на 120 у нас плитка, а это 90 на 25, по-моему. Вот. Если была бы 120, вот эта длинная, то вообще было просто классно, да? Поэтому лежа его не ложил, потому что, нежелательно. Вот стоя положил на пеноплекс, ничего не продавит, ничего не лопнет, все отлично будет. Вот. Поэтому здесь лежит, я думаю, нормально, за глаза. Да? Бимка. Где Барян? Барян где? Спасибо за плитку, прям отзывы все были положительные, все прям похвалили, всем понравилось, громадно, спасибо, у нас прям это тоже, прям, знаете, как еще больше обрадовало то, что и вам всем понравилось, нам тоже она зашла, тоже понравилась. Кто не видел ее, в предыдущем ролике посмотрите, я открывал и 120 на 60 и 90 на 25 плитку, можете посмотреть. Та под дерево плитка маленькая, это керамогранит у нас, вот он, в светлых тонах, в общем... Да, Бимка? Поэтому что у нас? Да ничего, будем продолжать. В нашей гардеробной комнате. Вот. Я уже говорил. Кстати, евроконусов не было у меня на коллектора, но пока я жду, их ничего страшного, они мне не мешают. Трубы уложены. Осталось у меня два контура. То бишь вот этот гардеробную разделить вместе с нашей прихожкой. Вот, на два контура. В принципе, здесь не прям супер, как везде нужно теплый пол. Вот, в основном, чтобы была середка теплая. Все, сейчас что у нас? Я буду улаживать пеноплекс. Здесь, в коридоре. Вот. И, соответственно, все дела продолжу. Да, там сетка, вязать контур. Правда, не знаю, трубы мне хватит металлопластиковой или нет. Если нет, придется ехать в магазин. Посмотрим, говорится. Пока есть чем заниматься, будем заниматься, а там время покажет. Так что мы погнали.
Так, ну что, наше время подходит к концу, рабочее время. Сегодня, я думаю, мы сделали неплохо, объем работы был большой, и в принципе мы практически совсем справились. Сейчас мы поедем Лерку в садик заберем, там кое-куда по мелочи нужно будет заехать, там обложки надо на учебники взять недостающие, и в общем там кое-какие тетрадки, ну, такие мелкие бытовые дела. Вот. Что по факту, что мы сделали? Ну, плитку вы уже видели, я ее перенес, я ее показал. Очень повезло, я ее как только перенес, спустя где-то 2-3 часа прям начался дождь, матросня и все, вот это слякоть, такой легкий ветерок, вообще самая противная, ужасная погода вообще. Вообще не люблю такую погоду. Вот, самое хорошее, это когда, ну, под нее грибы идут. Вот. Так, что мы делали? Что мы сделали? В общем, мы, как вы все видите, уложил я здесь свою, так я ее назову, теплотрассу. Теплотрассу нереальную такую. Вот, это контура у меня теплого пола. Контура у меня здесь также радиаторов батареи. Везде у меня идет 16-я труба металлопластиковая, толщина 2 мм. Вот. На пол я стандартно ложил пеноплекс, толщина 3 сантиметра. Сразу для умников говорю, ибо чтобы дальше мне потом в комментариях не писали, зачем ты положил сетку, она у тебя лежит и тому подобное, толку от нее нету. Я не для этого ее делал, чтобы армировать данную стяжку. Сетку я положил, или если вы не знаете, она ложится для того, чтобы крепить на нее трубу. Трубу, чтобы было легче. Вот. А основание, стяжка у меня крепкая, она заармирована, она и служит для того, чтобы выдержать эту подушку бетона, да. Вот. Поэтому говорить о том, что вот опять ты что-то там сделал, то не то, сразу говорю нет, потому что, ну я знаю, что потому что так и будет. Ну невозможно, вроде объясняешь, да, каждый раз, да. Самое удивительное, когда те же люди то же самое спрашивают. Да. Это самое удивительное. Не, возможно, у них как бы есть этот, знаешь, ну, забывает, да, человек это. Вот. Поэтому гардеробную я уложил, кстати, прям четко. Ну, чуток остался, там метров 15. У меня трубы, контур у меня единым контуром, и как раз нормально получилось. У меня где-то метров 65 контур получился. Он небольшой. По краям, как вы видите, я здесь до конца не доводил. Но тут вот, да, стоят шкафы, но наполовину завел. Наполовину завел. Отсюда тепло все равно достанет. Уже будет тепло, комфортно и хорошо. Ну, вот. тем более здесь будут батареи. Да, еще будет батареи дополнительно. Ну, я вам так скажу, по факту, просто ее, по-моему, даже некуда деть было, эту батарею. Да, да, мы ее применили сюда, чтобы ее никуда не выкидывать, потому что материал куплен давно, и его уже возвращать, принимать никто не будет, соответственно, да. Ничего, пусть будет теплее, будет жарко, пожалуйста, какие проблемы, перекрыли мы и все. В принципе, у нас дом вообще автоматизирован. Если, по сути, даже если что-то говорит, если вдруг у вас что-то с трубой случится, у нас есть радиаторы батареи также. Мы открыли. Тех секций хватает на тот объем площади, который они занимают. В каждой комнате у нас получается в 2 спальнях батареи по 15 секций. Вот смотрите, да. Одна секция рассчитана где-то на 1 квадратный метр, да. Ну, пусть Тёмкина не совсем, может, рассчитана 15, маловато туда, потому что на 20 надо. Ну, Леркина с головой. Ну и, соответственно, кухня-гостиная, там тоже будет радиаторы, батареи. Они будут, по-моему, даже 20 там секций будет. Вот. Ну, в общем, я вообще, да, за это говорю, потому что говорят, а вдруг, если что-то с трубой, ну как это вдруг? Ну не вот так вдруг, ничего не случится с трубой, как бы, да. Вот. Все это проверено, я в этом во всем уверен. Единственное, конечно, да, нужно будет поставить фильтра, ну и фильтр хотя бы грубой очистки, чтобы система это не забивалась. Не забивалась, все-таки труба небольшая, 16-я, дабы потом как бы все это не прочищать, ну и чтобы это долго служило. Долго и грело это все, как бы, все было классно. Все соединения у меня будут соединяться евроконусами, опрессовки у меня не будет. Во-первых, нет у меня того аппарата, чтобы опрессовывать. Кто-то спрашивает, на прокат, не на прокат. Ну, как бы скажу, я пока еще не видел на прокат. Ну и у нас сильно тут так не развит этот прокат, да. В городе, конечно, любую вещь можно найти. Как бы даже те же натяжные потолки можно самому все это сделать. Ну, одному, конечно, это, наверное, не вариант, я думаю. Потому что там нужно держать, там этот, не натягивать. Не, одному не вариант, это минимум двоим надо, двоим, троим. А так можно было тоже их натянуть по факту. Ну, я думаю,
Чего у людей хлеб забирать, да? Пусть поработают, натянут нам, а мы отдохнем в этот момент. Вот. Так, что у нас дальше? Радиатор батареи здесь будет. Труба, контур я уже говорил, все отлично, мне по длине хватило, столько надо. И, соответственно, здесь я уже не успеваю. Вот, потому что нужно ехать, дочку забирать. Здесь тоже будет маленький контур. Маленький контур здесь будет. Зачем? Кто-то спрашивает, батарею поставь, обувь сушить. Ну, я не думаю, это как-то эстетично на батареях, чтобы с улицы ты пришел и грязную обувь ставил на батарее, да? Потом ее протирать. Для этого мы сделаем теплый пол, пожалуйста, сделали посильнее, поставили сюда обувь, здесь будет у нас плитка, да, и он будет сушиться. Здесь радиатор батареи вообще по сути не нужен для отопления, потому что вот эта вся система, коллекторная группа, она будет очень горячая. Здесь и от самого котла, от нее будет жара нереальная в этой маленькой котельной. И здесь, как я уже говорил, пусть даже тут мебель все заставит все полы, но они везде будут. Почему? Потому что в том году, если кто помнит, просто это была плесень. Объяснюсь, почему плесень, потому что была сырость. Я не знаю, возможно, гидроизоляции нету в самой между фундаментом и стеной и прочее, и прочее, и прочее. Но я просто знаю, что вот вода просто тут текла. Текла, здесь собирался какой-то нереальный конденсат, вроде и жаркое помещение, но я не знаю. Все шло из-под полов. Но теперь будет теплый пол, будет сухо, в любом случае этого не будет. Везде завел, сюда поближе тоже завел, кто-то сказал, будет промерзать. Теперь у меня вообще ничего не будет промерзать. Посмотрите, труба теплого пола будет как раз вот он. Греть также вот этот алюминиевый порожек и ничего не будет замерзать. Будет все тепло, все четко. Зашли, обувь поставили, она здесь высохла прекрасно, сразу плиточку чук-чук-чук промыли, правильно? Потому что теплый пол, но обувь нереально высушивает. Да? Этот контур вообще можно регулировать, можно прям пожарче его сделать, да, там как бы. Вот. Да, тут небольшой участок, не объем, но он нужен, Потому что, особенно зимой, когда снег, скажи, вода куда? Поэтому мы домотаем, все это дело подсоединим. Евроконуса нужны, их не было. Я поеду, заберу, все замонтирую, зальется пол, соответственно, и все, ставим котел, подсоединяем. Единственное, мне нужно будет вентиляцию еще доделать вентиляцию, и здесь, соответственно, да, разводку. Вот. Все поставим, я уже говорил, расширительный бачок, дополнительный насос, группу безопасности обязательно на котел пойдет. Вот. Ну и, в принципе, я потом уже все это покажу. И опять начинаются вопросы насчет теплых полов. Я уже отвечал на этот вопрос и не раз. Еще раз я отвечаю. Я всем советую, даже если вы живете в теплых странах, каких-то, все говорят, у вас юг. Ребята, ну чуток не путайте. Юг, к примеру, края там, в Ростовске тоже как бы вроде считается там южная сторона, Ставропольский край считается южная сторона, да, там Адыгея считается вроде югом, да, как бы, да, по сути, да. Но извините, этой зимой у нас было минус 30 с чем-то градусов, по-моему, 35. Да, было морозы прям стояли конкретные стояли морозы, вот. Это даже не в морозах. Дело даже не в морозах, даже мы, живя в Сочи, ну там, к примеру, я не считаю там Красную Поляну, где там есть морозы. В самом Сочи бывает по ночам и минус 5, и минус 7, даже бывает и минус 10 градусов, да. Но оно вообще не ощущается там. Но все же теплые полы сейчас делают, да практически все делают полы. Это не горячий пол, это не надо его делать, его топить. Теплый пол первым делом это комфортный пол, по которому комфортно ходить. Еще раз объясняю, да? Все, что мы здесь делаем, это так, как нам нравится. Нам комфортно ходить босиком по теплому полу. Мне комфортно ходить в шортиках, да, в легкой маечке вообще вот ходить и нервно радоваться, да. Также для детей своих я не буду за них беспокоиться, то что мой ребенок где-то простудится, понимаете. Он будет босиком бегать по всем этим полам, это будет тепло, и для него это будет комфортно на самом деле. Да и мы также, понимаете, мы привыкли мы так. Зачем ходить и мерзнуть? Ой, как же холодно, да, там. Если можно с комфортом отдыхать. Вот, поэтому этот вопрос закрытый, его смысла нету его поднимать и вообще что-то спрашивать, да? Да и вообще смысла нету по всему ремонту, если
у вас есть какие-то решения, да, правильные, интересные, ну, есть очень много решений, да, к примеру, я уже не раз говорил, эту комнату мы с вами переделали, да, не побоюсь этого слова, мы с вами ее переделали, этот проект, эту ванну, эту кладовку и вообще прочее, мы переделывали, да, были кое-какие интересные вещи, да. Во всем остальном, конечно же, да, в первую очередь это нам здесь жить, нам получать удовольствие от всего этого, от ремонта, от того, как здесь будет правильно все сделано, мы всем этим будем пользоваться, как это будет удобно, в первую очередь об этом нужно думать. Вот. Уже начинает поступать очень много предложений по двору, по клумбам, по ландшафту. Ребят, подождите. Я все понимаю, что вы там пишете, вот ты много работаешь, молодец, там и всему свое время, как бы тоже, здоровье оно не железное, какое бы ни было здоровье, да, там, кем бы человек ни был, тем же даже пусть Гераклом, там, я не знаю, да, здоровье, оно все равно не железное, да, организму тоже нужно отдыхать. Сейчас у меня вот тяжелые работы закончатся, вот эта заливка пола, в принципе, уже такая пойдет мелкая отделка. Ну, конечно, уже сильно не нужно будет напрягаться. Вот. А там, конечно, очень много поступает и по летнему саду, по зимнему саду, и по зоне отдыха, как красиво сделать, все оформить. Ну, конечно же, можно и нужно, да, во-первых, да. Ну и не нужно забывать, на все это нужны, конечно же, и финансовые средства, потому что нельзя просто так делать ремонт, и чтобы деньги откуда-то брались, да. Деньги нужно что? Зарабатывать, правильно. Вот. Они, я еще раз объясняю, с воздуха не берутся. Возможно, через экран все это кажется, что здесь все так легко, классно, вау, как у них всего получается. На самом деле, я вам так скажу, это большой и тяжелый труд. Труд каждого человека, понимаете? Без труда ничего не бывает. Не зря нам в школе говорили, не выловите рыбку из пруда, да, и прочее, да. Еще раз говорю, халявы нет и не будет никогда, никогда. Кто рассчитывает на халяву, я вам еще раз говорю, в своей жизни вы ничего никогда не добьетесь. Вот, никогда. Вот. Ну, возможно, какие-то у вас будут там, раз прилетело, два прилетело и все. А когда вы сами сделаете, этого добьетесь, вы это все через себя пропустите, поверьте, вам вообще ничего страшного не будет. Да? В любой среде, в любой воде вообще вы себя будете чувствовать, как рыба в воде. Да? Вы все сможете на самом деле. Так, в общем, по садику вы тоже многие спрашиваете, что там Леруська, что как, все отлично, все хорошо, ребята, ей нравится, все нравится. Да, пока оставляем до обеда. Ну, думаю, недели 2 еще будем до обеда оставлять. Да, потом... мы плавненько, мы не спешим, у нас время есть, а кто-то говорит, вот там оставьте дома. И там дело не в том, что дома там мы не можем за ней смотреть, и мы не сможем ее воспитать и дать все, что мы ей можем, да, как бы, и обучение в этом плане, да. Дело в том, что она социально должна быть развита. Я еще раз объяснял, ну и вы многие тоже это знаете, да. Вот, и в этом меня поддерживают. У Тёмки в школе тоже все хорошо, пока там нету, там, пока плавно детям что-то задают, пока не вливаются, после каникул они там еще куда-то по сторонам смотрят, вот, на учителя не реагируют. Пока они еще втянутся, да. Пока сейчас... они уже спрашивают, когда каникулы следующие. Да, уже спрашивают, когда же каникулы? Вот. Ну, не знаю, как по мне, первые 4 класса, когда я учился, я их вообще просто не заметил. Они пролетели вот так, шух, и все. А потом, когда уже, конечно, в старшие классы начали переходить, то туда уже началось чувствоваться. Ну, соответственно, и материала больше прибавилось, там уже дробя пошли, все. Вот. Хотя не говорю, что я там, нет, я не отличник, я был. Не, ну, хотя в первый класс я хорошо учился. Не, ну, математику я люблю. А есть кто в первом классе плохо учится? Конечно, есть. Вообще, да, я как бы... А потом уже я уже стал плохим мальчиком. Вот. И этот... Не, ну, как сказать, да? Не важно, да, там, я еще раз говорю, мы от него не требуем, чтобы он стал медалистом каким-то там, суперчеловеком, там, еще прочее. Главное, чтобы ему нравился. Он нравился, чтобы он себя развил в чем-то, понимаете, он себя нашел, чтобы в жизни, вот, у него было какое-то увлечение, да, я не говорю обычное увлечение, это там, не знаю,
покушать мороженое там, и хорошо провести время. Нет, именно то увлечение, которое можно будет далее развить, и это очень сильно пригодится в жизни. Когда он это полюбит, это ему понравится, он просто будет рвать и метать все вокруг. Он будет лучше в этом. Это бессомненно. Когда вот правильно же говорят, когда вы любите свою работу, вы ее вообще не ощущаете. Вот вы приходите вообще, вам еще мало, да? Я вам так скажу, после Чечни, когда я окончил контракт, и второй контракт у меня окончился, когда я сюда на гражданскую жизнь перешел, да, и в Сочи, когда я устроился на работу, ну, эта работа с той была небо и земля, да, это вообще было, не знаю, что я как будто в рай попал. У меня вообще было, у меня столько энергии было, я не знал, куда ее деть, я просто вот на месте я не мог стоять, я не знаю, мне там. Поэтому мне сразу шеф сказал, я вижу, говорит, ты парень здоровый, все нормально, тут так, много работать не надо, вот сказали столько сделать, значит надо столько сделать, да, не надо там прям вот сломя голову брать, то-то, спокойненько, да, и вот сейчас мы тоже спокойно работаем, вот, ну, так получается. Ладно, друзья мои, уже заболтались, мои хорошие, вот, будем заканчивать, побежал я своей за доченькой, мы поехали, вот, там проедемся по магазинам, посмотрим, что да как, мелочи какие-то свои закупимся. И, в принципе, все у нас сейчас жизнь такая пошла, я вам скажу, объемная такая, интересная, потому что садик, школа, уроки, вот так, занятия, что-то как-то. Уже время, конечно, сокращается, день сокращается дневной, получается, с утра отвез, в обед уже нужно забрать, потом Лерку надо опять вечером ехать, и туда-сюда, и у меня общей работы получится, ну, совсем не чуть-чуть, ничего, да. Пока еще есть вариант, нужно быстрее делать объемные работы, а потом уже отделкой мы будем с вами заниматься. Так, вальяжно ходить. Я буду вот так. Так. В общем, все. Ну, я не знаю, что-то сегодня я не могу с вами расстаться. Что-то со мной прям не то, и вы меня прям заразили, да? Как сказали последние мне такие комментарии нравятся. Мы, Федора, зависимые уже, все. Я вот тоже уже, походу, вами зависимый, уже все, у меня какая-то как говорят. Она мне уже говорит, ты закончишь вообще сегодня? Да не буду я заканчивать. Сейчас я прямой эфир включу, и мы продолжим. Работать, делать уроки, вообще заниматься, да. В райгаз поедем, вы все там начнете писать комментарии, я скажу, смотрите. Как вас любят, дорогие. Так, ладно, говорится, о любви, о хорошем, о таком светлом будем, как всегда, на позитивной нотке заканчивать. Вот, всего вам хочу пожелать самого хорошего. Конечно же, громадное спасибо, что вы остаетесь всегда с нами. Что смотрите, комментируйте, это вообще просто нереально. Ваши комментарии это просто нечто, я все их читаю. Стараюсь, ребят, по возможности всегда, конечно, отвечать. Кстати, также продолжаются какие-то удаления комментариев, я не знаю. Поэтому, если я кому-то, ребят, не ответил, извиняйте, не подумайте, что не это ответил. Мы сделали. Да, вот. Пока есть вариант, пока я успеваю, я буду всем отвечать. Буду, по крайней мере, стараюсь. Поэтому, мои хорошие, погода холодная, смотрите, все пишите, что уже очень сильно похолодало, поэтому одевайтесь потеплее, берите горячий хороший чай, да, печеньку. Лимончик, и все будет хорошо. Имбирь, кстати, тоже не забывайте. Будьте здоровы, пусть у вас все будет хорошо. А от всей души я вам, конечно, всегда желаю. Вот, как всегда, надолго мы не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока.